Привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я вам проведу экскурсию по выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве. Это будет самый подробный обзор экспонатов. Многие из показанных образцов могут быть вам известны из моего прошлого видео о выставке трофейной техники из музея парка Патриот. А это видео я начну с самых новых и самых интересных экспонатов. Это легендарный танк «Леопард», и у меня на канале есть очень подробное видео о применении этих немецких монстров на полях Украины. И в видео рассказывается об их слабых и сильных сторонах, а также с какими трудностями столкнулись украинские танкисты на иномарках. И без малого год руководство стран Североатлантического альянса воздерживалось от поставок Киеву тяжелой техники. Первое о решении передать ВСУ немецкие танки «Леопард» заявила Польша в январе текущего года, надеясь на поддержку союзников. И в том же месяце правительство ФРГ сообщило, что выдаст другим странам разрешение на реэкспорт бронемашин. Вооруженные силы Российской Федерации отреагировали на новость о возможном появлении немецких танков на украинских полях сражений созданием специальных групп для борьбы с иностранной тяжелой бронетехникой. Танкисты приступили к изучению уязвимых мест зарубежных танков, тактических приемов и особенностях боя с ними. Наши деды на Т-34 разбили «Тигры», а мы на Т-80 разобьем «Леопарды». И это Минобороны приводило слова командира танка Т-80 с позывным «Кадет». А в конце февраля 2023 года вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки «Леопард-2» из обещанных республикой 14 единиц уже находятся на территории Украины, а в качестве первой партии тяжелых бронемашин ВСУ рассчитывали получить до 140 танков от 12 государств. Танки западного образца отличаются от советской конструкторской школы. Иностранные машины крупнее и тяжелее. Например, «Леопард-2», который Польша решила передать Украине, имеет массу порядка 60 тонн. Высокая масса, по мнению специалистов, снижает подвижность машины и их общую проходимость и накладывает ограничения на конструкции мостов, которые могут проезжать эти танки. Тяжелый поврежденный танк даже сложнее эвакуировать. И для сравнения, новейший российский Т-90М прорыв весит 52 тонны, что на 8 тонн меньше. Другой проблемой для ВСУ является отсутствие современных средств защиты на тех модификациях немецких и британских танков, которые союзники решили передать Украине. На танке «Леопард-2» в варианте А4 не установлена динамическая защита, которая противодействует поражению кумулятивными боеприпасами. Массовое использование иностранных танков по заявлению Министерства обороны Российской Федерации началось 4 июня в ходе давно обещанного наступления, и уже на следующий день российские войска уничтожили 8 танков «Леопард» и 3 французские колесные пушечные машины, о чем отчиталось военное ведомство. Всего же за сутки украинские силы потеряли 79 единиц зарубежной техники. И обратите внимание на то, как у «Леопарда» направлена пушка. Это отдельная и даже спорная история, о которой я подробнее расскажу в следующем моем видео в рубрике танковых новостей. Так что обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новое видео на моем канале. И следующий легендарный экспонат – это останки танка «Абрамс». После длительного периода просьб и ожидания киевские власти все-таки получили от США основной боевой танк М1 «Абрамс». США решили помочь Украине своими танками только в начале 2023 года. Изначально говорилось о возможности предоставления ограниченного количества современных М1А2 «Абрамс», однако их могли бы передать не ранее середины 2024 года. И обратите внимание на характерное обозначение с буквами UKR на башне, что, скорее всего, говорит о том, что эти танки специально готовили для передачи Украине. Живучесть основного боевого танка американского производства в таких условиях вызывает большие сомнения. М1 поставляются на Украину с упрощенной версией бронирования, имеющей сниженный уровень защиты, и кроме того комбинированная противоснарядная броня имеется лишь в лобовой проекции машины, тогда как другие ракурсы защищены хуже, и соответственно подобная цель может быть поражена и уничтожена различными огневыми средствами. Небольшое количество поставленных М1 не повлияет на ход боевых действий и не оправдает возлагаемые надежды. И при этом следует ожидать, что такие танки даже добавят проблем эксплуатационного и иного характера. И также следует ожидать негативные последствия имиджевого характера. Танку М1 «Абрамс» старательно создавали образ одного из лучших основных боевых танков мира, обладающего уникальными характеристиками и возможностями. Теперь же эти машины могут оказаться в самых сложных условиях и понести потери, которые обязательно ударят по их светлому образу. Впрочем, есть и способ сохранить имидж, отказаться от решения боевых задач и держать технику в глубоком тылу, показывая ее лишь в рекламных целях.
Вместе с танками М1А2 «Абрамс» США передали Киеву бронированные ремонтно-эвакуационные машины М88А2 «Геркулес», которые должны эвакуировать танки с поля боя. И по идее это должно было позволить избежать захвата американских танков России. Но, как мы видим, что-то пошло не так. Базовую версию БРЭМ М88 приняли на вооружение в 1961 году, и машина позволяет эвакуировать поврежденные и застрявшие танки, а также поднимать опрокинутую бронетехнику. БРЭМ получила бульдозерный отвал, лебедку и подъемный кран, а версия М88А2 «Геркулес» разработана для обслуживания танков М1А1 «Абрамс», и она может буксировать до 80 тонн. При создании данной машины широко использовались узлы агрегата танков М48 и М60. Эвакуационная машина М88 комплектуется следующим оборудованием: краном грузоподъемностью в 22 тонны, имеющей А-образную стрелу, закрепленную в передней и верхней части корпуса шарнирно. В походном положении она сложена назад. Основная лебедка тягловым усилием в 40 тонн. Вспомогательная лебедка, бульдозерный отвал с гидравлическим приводом, сварочное оборудование, а также различные монтажные инструменты. После того, как на вооружение был принят танк М1 «Абрамс», выяснилось, что буксировать его одной М88 невозможно и требуется две. Однако к решению данного вопроса не приступали в течение 10 лет. И только в 1991 году было принято решение о создании машины, которая будет способна буксировать тяжелые танки. А следующие 6 лет разрабатывалась усовершенствованная версия машины, которая получила обозначение М88А2 «Геркулес». «Геркулес» был принят на вооружение в 1997 году, а на следующий год ему все-таки разрешили буксировать «Абрамсы» в одиночку. Несмотря на то, что данная БРЭМ находится на службе больше 50 лет, она морально устарела и не способна сопровождать танки, поскольку она уступает им по ходовой части. М88 все еще остается на вооружении американской армии, а программу создания БРЭМ на базе Абрамса так и не реализовали. Штурмовая машина М1150. И в первую очередь нужно отметить, что несмотря на непонятное для русскоязычных обозначение штурмовая машина или штурмовая машина прорыва, М1150 по сути является бронированной машиной разминирования, и предназначена она для проделывания проходов в минных полях и различного рода заграждениях рукотворного и нерукотворного происхождения, и в том числе под огнем противника. М1150. Изделие сравнительно свежее, если рассматривать его возраст с точки зрения инженерной техники. Его разработка стартовала в начале нулевых годов по требованию Корпуса морской пехоты США, и первые 6 прототипов были изготовлены в период с 2002 года по 2006, а уже в 2008 году после финальных испытаний машина была поставлена на вооружение. Успела повоевать она в Афганистане, несла службу в Южной Корее, а теперь она приехала и на Украину. М1150 выполнена на базе М1 «Абрамс», и для этого танки изымались с хранения, проходили капитальный ремонт и отправлялись на доработку, а точнее на разборку. От танкопроизводителям этой машины требовались только шасси с корпусами, без башен. Никаких радикальных изменений в эти части не вносилось, и поэтому М1150 унифицирован с «Абрамсом» по большинству узлов и агрегатов, и также запасным частям. У него тот же 1500-сильный газотурбинный двигатель с автоматической трансмиссией, позволяющий разгоняться до 65 км в час и сравнительно легко преодолевать неровности ландшафта. Да и броня корпуса осталась прежней, и во лбу она достигает до 600 мм от подкалиберных и до 900 мм от кумулятивных снарядов по разным оценкам. А вот вместо родной башни на шасси танка установлена массивная крупногабаритная надстройка, которая по весу оказалась не сильно-то и меньше, что стояла изначально. Исходя из чего общая масса полностью снаряженного М1150 составляет около 58 тонн. Настройка обладает подвижностью и может поворачиваться на 90 градусов вправо и влево, а еще она разделена на 2 отсека, передний и задний. И в целом, конечно, машина получилась довольно интересная. Ее и сами американцы назвали лучшим, что у них есть из противоминной техники переднего края. Оно и понятно, броня у М1150 присутствует, да еще она издобрена динамической защитой. Есть полный набор оборудования для противодействия большинству мин, за исключением всякой экзотики. Со средствами наблюдения тоже все в порядке. Это все-таки не подслеповатые кроты, коими были многие БРЭМ, в особенности советского образца. М2 Брэдли. О том, что ВСУ получит БМП Брэдли, впервые стало известно 20 января, и около 60 этих машин вошли в пакет военной помощи на $2,5 миллиарда, которую США решили предоставить Украине. И по мнению сотрудников Пентагона, очередной пакет должен был помочь украинской обороне обеспечить
обеспечить критическую безопасность и удовлетворить ее потребности в обороне. Считается, что ВСУ получают Брэдли модификации М2А2 ОДС. Эта версия была усовершенствована с учетом опыта операции «Буря в пустыне». Арсенал машины отличает автоматическая пушка М2-42 Бушмастер калибра 25 мм, пулемет и противотанковая управляемая ракета ТОУ. Кроме того, модификация М2А2 получила дополнительное бронирование, обеспечивающую защиту от бронебойных подкалиберных снарядов пушки А2-42 калибра 30 мм. Также у машины версии ОДС появилась возможность установки динамической защиты, инфракрасной защиты от противотанковых ракет первого поколения и боевой информационная управляющая система, а также тактическая навигационная система. Правда, модернизация БМП Брэдли обернулась увеличением массы машины, и она достигла 36 тонн, что сопоставимо с массой танка Т-55. Активно применять БМП Брэдли ВСУ начали в нынешнем июле в рамках своего контрнаступления. Впрочем, опыт использования американских машин пока сложно назвать удачным. И в частности, 9 июня в телеграм-каналах появилось видео уничтожения БМП Брэдли, а также танков «Леопард» и другой техники НАТО на Запорожском фронте. Судя по видеокадрам с дрона, бойцы ВСУ просто сбежали после попадения на минные поля и под огонь российских военных, бросив технику общей стоимостью десятки миллионов долларов. На следующий день, 10 июня, украинские источники опубликовали видеозапись с камеры БМП Брэдли. На кадрах виден момент подрыва машины, экипаж которой пытался покинуть поле боя в Запорожье. И в тот же день в сети появилось еще одно видео уничтожения БМП Брэдли на Запорожском фронте. Российские военные вблизи Орехова уничтожили американскую машину с помощью FPV-дрона «Камикадзе» 42-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации. И при этом БМП Брэдли стоит 5 миллионов долларов, а дрон 30 тысяч рублей. Каждый советский офицер, начиная с 1970 года, еще с курсантской скамьи должен был знать тактико-технические характеристики немецкой БМП «Мардер», орудия потенциального противника. От зубов отскакивали толщина брони, вооружение, скорость хода и прочие показатели, ведь предполагалось с ними бороться на поле боя в случае открытого столкновения с блоком НАТО в Европе. Попробовать на зубок эту куницу, то есть «Мардер» в переводе с немецкого, тогда не довелось. Зато сейчас в ходе СВО протестировали, как подбить и как самим прокатиться на трофейной технике противника. Основная слабость немецкой БМП, как отмечают российские военные, это слабая проходимость. Техника попросту не предназначена для боев в Донбассе. И об этом говорили наши бойцы из группировки войск «Центр», которые участвовали в восстановлении первой трофейной немецкой БМП, захваченной на Авдеевском направлении. И они в первую очередь отмечали, что грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Общая оценка: БМП «Мардер» предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам и, возможно, по песчаной местности. А вот в донецких степях куница увязла по уши в грязи, и зачастую она не могла передвигаться по полю во время попыток контрнаступления. Немцев украинским военным приходилось вытаскивать тросами своих танков Т-72. Неплохо себя показали эти БМП в Афганистане, где приняли участие в боевых действиях в составе войск коалиции. Здесь к их проходимости не возникло вопросов даже при движении в пустынной местности. Широкие гусеницы держали 30-тонную машину на местном грунте, а броня защищала от обстрелов даже из крупнокалиберного оружия. Имеющаяся 20-мм пушка со спаренным пулеметом создавали эффективную зону обстрела. Все это на Украине не сработало. «Мардер» забуксовал и лишился одного из своих преимуществ – скорости и маневренности. Буксирующая в грязи БМП становилась законной целью как гранатометчиков, так и дронов «Камикадзе». И с учетом российских противотанковых средств шансы на выживание у шустрой куницы стали минимальными. БМП «Мардер» сложна в обслуживании, и отремонтировать ее в полевых условиях, в отличие от российских БМП, практически невозможно. Российским ремонтникам, которые восстанавливали не подбитую, а застрявшую в грязи немецкую машину, пришлось заменить магистраль топливной системы, систему охлаждения, отремонтировать радиатор и заменить топливные насосы. Простой кувалдой такие действия совершить невозможно. Хоть этот немецкий ветеран и называется так же, как и современная БМП, но у нее было другое предназначение. Это истребитель танков, вооруженный мощным орудием ПАК-40, которое могло пробить легко броню танка Т-34 или даже КВ. Но сама самоходка имела очень легкое бронирование, которое могло противостоять только пулям и осколкам, что заставляло работать «Мардеру» из засад. Да и после 1943 года применять такую технику вермахту было сложно. И очень интересный агитационный ход сделали организаторы выставки, поставив перед современным «Мардером» «Мардер» прошлых лет. И, кстати, существовал вариант «Мардера» с трофейной советской противотанковой пушкой.
А на моем втором канале Dasha Models я показываю свою работу над моделями самоходок Marder. Например, у меня есть видео о сборке Marder 1, который был создан на шасси французского танка, и Marder 3, который был сделан на шасси чешского танка. Чтобы восстановить украинскую легкую броню, в апреле США решили передать ВСУ бронетранспортеры М113. Всего было передано или планируется к передаче порядка 350 таких машин. 200 передали сами США. 54 датские машины должна пожертвовать Германия, по 20 машин дала Литва и готовится дать Испания, 14 – Австралия. М113 машина, прямо скажем, не молодая, ее боевое крещение пришлось на войну во Вьетнаме, а до 2007 года было выпущено более 88 тысяч таких БТРов, которые стоят на вооружении 60 стран. Это гусеничный бронетранспортер с характерным коробчатым корпусом из алюминиевого сплава. Толщина брони достигает 44 мм, но, конечно, не дает такой защиты, как аналогичная стальная броня. Однако, как показали испытания, в том числе трофейных машин в Кубинке, она уверенно держит пули не только стрелкового оружия, но и крупнокалиберных пулеметов. От снарядов и противотанковых ракет она не защищает, но у нее и нет такой задачи. А перед вами настоящий триумф украинского танкостроения. Российские военные обнаружили под землей и выкопали единственный экземпляр бронемашины «Азовец» украинского националистического полка «Азов». Это запрещенная в России террористическая организация, которая в свое время оказалась в центре скандала по распилу денег. В Донбассе местные жители рассказали бойцам вооруженных сил Российской Федерации о некой закопанной украинскими боевой технике. И, как выяснилось в ходе поисков, это и есть скандальный известный броневик стоимостью $5 миллионов. «Азовец» представляет собой гусеничную бронированную машину на шасси танка Т-64. Работы над ее созданием начались в 2015 году в ходе так называемой антитеррористической операции киевского режима против Донбасса. Проектирование и сборку взяла на себя инженерная группа националистического полка «Азов». Финансировалось создание бронемашины за счет пожертвований и спонсорской помощи. Строили «Азовец» в цехах киевского завода «АТЭК», где располагалась тренировочная база бойцов. В советский период предприятие выпускало трактора и экскаваторы. При независимой Украине его обанкротили, а в конце 2014 года завод подвергся рейдерскому захвату боевиками Азова. Запрещенная в России террористическая организация. Боевая машина представляет собой корпус танка Т-64 со снятой башней, на месте которой установлены два боевых модуля с углом вращения в 180 градусов. Шасси для азовца взяли от бульдозера, ранее изготовленного из телеметризованного танка Т-64. А в качестве орудий использовались спаренные 23-мм автоматические пушки, предназначенные для оснащения пушечных установок боевых самолетов и вертолетов различных типов и модификаций. Также «Азовец» обладал установкой для отстрела дымовых гранат. Помимо штатного бронирования и пластин из карбида алюминия, на машину установили 500 элементов динамической защиты нож. Экипаж – 4 человека, командир, механик-водитель и 2 оператора-стрелка. За все годы независимости страны «Казак-2» является первой машиной данного класса, принятой на вооружение армии Украины. Бронеавтомобиль разработан и серийно производится на частном предприятии киевского НПО «Практика», входящий в состав Лиги оборонных предприятий Украины. Специализированный бронированный автомобиль «Казак-2» предназначен для перевозки личного состава, образцов вооружения, военных грузов и имущества по всем типам дорог и местности. Проведение тактических операций, таких как патрулирование, сопровождение транспортных средств в ходе выполнения специальных заданий, передача распоряжений и обеспечение связи, огневой поддержки личного состава в бою, а также для защиты экипажа и перевозимого личного состава от огня стрелкового оружия, осколков боеприпасов и мин. «Казак-2» построен по модульному принципу на рамной основе с дополнительным бронированием. Базируется на шасси Ивека Еврокарго с 4х4, рассчитанном на 15 тонн полной массы. При бронировании автомобиля применяется 12-мм бронелист финской марки. А в конце выставки установили экспозицию, показывающую преемственность этого мероприятия с выставкой трофейной техники поверженного вермахта, которая проходила в парке Горького. И наши все-таки смогли. Это моя вторая посещенная выставка трофейной техники. Первую я посетила, когда она разместилась в одном из павильонов парка «Патриот». И с ее посещением у меня возникли сложности. Мало того, что туда надо ехать за 50 километров от Москвы, так еще заранее записаться, оплатить обязательную экскурсию и ни в коем случае не отходить от гида. И при этом на все посещение отводился максимум час. Еще нельзя было снимать на видеокамеру, только на телефон. И не знаю, то ли от моей критики, то ли от здравого смысла организаторы полностью пересмотрели концепцию. Сейчас на выставку пускают всех желающих. Нет ограничений по возрасту. Пускают даже с грудными детьми. И можешь смотреть технику хоть целый день. Даже поставили вежливых военных, которые рассказывают об экспонатах. Правда, послушать их довольно сложно, так как их окружает толпа людей. Единственный минус – это большой ажиотаж публики. Так что я рекомендую посетить эту выставку в будний день, а лучше с утра.
или же в районе обеда, так что даже вечером очень сложно протолкнуться к экспонатам. И единственное, что сильно напрягало, это не очень воспитанные люди, которые были слишком патриотично настроены. И вот такой репортаж у меня получился с самого громкого события этой весны. Надеюсь, видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал и также напишите комментарии с вашим мнением о выставке. А поддержать мою деятельность можно через функцию спонсорства на канале или же через подписку на Boosty, где выходит дополнительный контент обо мне, ссылка есть в описании. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.